Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. Начнем, что пишет армянская пресса. Очень интересные сообщения стали появляться. Скопление азербайджанских войск на передовой превышает масштабы 40-дневной войны. Уже в Армении напуганы, что очень большое количество войск стоит на границе с Азербайджаном. Азербайджан скапливает свои войска по всей линии соприкосновения. И армяне вот уже запаниковали. На данный момент на границе с Арменией азербайджанская сторона скапливает войска в гораздо больших масштабах, чем во время 40-дневной войны в 2020 году. Об этом заявил военный эксперт Ван Амбарцумян. Вот он на фотографии. Ранее скопление войск наблюдалось лишь в местах постоянной дислокации, а сейчас же они полностью перемещены на передовую. Это наблюдается также в направлении Нахичеваня. Значит, уже вооруженные силы Азербайджана подтянули войска вот сюда. Так, Нахичеваня, заявил эксперт в эфире Armenia Today. Он также добавил, что на территориях Зангилана, Кубатлу, Кельбаджара, которые в результате 40-дневной войны перешли под контроль Азербайджана, открыто 14 воинских частей. Размещена тяжелая военная наступательная техника. Таким образом, Сюникская область, то есть Зангезур, Армении буквально зажата с двух сторон, подчеркнул эксперт. В общем, зажали тут армян со стороны Нахичеваня и со стороны вот тут Зангезура, с этой стороны, где Лачен, Горис, Губатлу, Кафан, и вот тут уже иранская граница. В общем, вот с двух сторон, в общем, все. Армяне, извиняюсь, сдавайтесь, вы окружены. Вас с двух сторон уже окружили. Так, и вот что он тут еще пишет. Армения зажата буквально с двух сторон. Как сообщает это издание, эксперт уверен, что происходящее сегодня это ползучая война. Это уже ползучая война, можно назвать, началась. Азербайджанские войска уже сейчас контролируют почти все стратегические высоты. Это точно, это я уже знаю. Населенные пункты, передовые части и дороги оказались под их прицелом, заявил Амбарцумян. Иными словами, в случае начала войны грозит гуманитарная катастрофа в Армении. Ну да, если уже с двух сторон зажата вся Армения, тем более с Нахичеваня войска потянуты здесь, то сейчас Азербайджан может спокойно отрезать вот так с двух сторон вот эту часть и все. И сказать, это наш Зангезур, это наша древняя историческая земля. Всех армян туда, в Ереван отправить. Вот такие новости. Еще интересная информация. Сейчас в Степанакерте, то есть, извиняюсь, Ханкинди, там очень беспокойные военно-политическая ситуация вокруг Карабаха. Видите, Рейк Арутюнян собрал свою команду. Ну, в общем, там все есть, сами знаете, кто Варданян, там и все министры обороны у них есть, все есть, в общем, все начальство. Президент Карабаха Рейк Арутюнян провел в субботу расширенное рабочее совещание с участием представителей политических сил Национального собрания, сообщает Главное информационное управление аппарата президента республики. Были обсуждены внешнеполитические события вокруг Карабаха, продолжающее агрессивное поведение азербайджанской стороны по отношению к гражданскому населению республики. Участники совещания выразили обеспокоенность создавшейся военно-политической обстановкой, обменялись мнениями, что дальше будут делать. В совещании приняли эти все их лидеры: Тавмасян, Рубен Варданян, в общем, Карен Шахраманян, все тут, в общем, Совет Безопасности, Виталий Баласанян, Давид Балаян, в общем, всех собрали и думают, как мы будем сейчас воевать, типа отстреливаться, извиняюсь, здесь Карабах многострадальный. В общем, думают, как держать оборону. Если сейчас вооруженные силы Азербайджана пойдут в наступление, что делать, типа срочно звонить Путину или самим отбиваться. Ну, им там потянули сейчас вооружение российские миротворцы, контрабандные, как бы сказать, у них есть там вооружение, но сил не хватит для обороны Карабаха. Явно, что Азербайджан
Их раздавит просто. Азербайджан очень сильное вооружение. Байрактары поднимет в воздух, расстреляет их. Так что вот такая обстановка. Ну, будем следить за ситуацией. Уже многие говорят, что очень напряженная обстановка и на границе Армении и Азербайджана, и здесь на линии соприкосновения, где азербайджанцы заняли все высоты в Карабахе. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.